Пузырь на рынке искусственного интеллекта живет. Финансовый рынок живет. Биткоин оживает. С вами Илья, и поговорим о ночных событиях финансового рынка. Компания Nvidia, самая большая капитализация в мире, ночью предоставила свой отчет о своей доходности. А доходность у нее 65 миллиардов долларов за один квартал. Это означает, что за год доходность по кварталу выросла аж на 62%. За последние 5 лет акции Nvidia выросли как минимум в 10 раз. Напомню, компания Nvidia – это основной производитель чипов. Именно благодаря этому живет искусственный интеллект. Именно поэтому все компании смотрят за тем, что происходит с Nvidia. Все инвесторы оценивают рынок искусственного интеллекта по акциям и доходности Nvidia. Если вчера все говорили о том, что все, пузырь рушится, кому нужен искусственный интеллект, это ни о чем на данный момент в жизни. Сегодня уже все говорят, да нет, искусственный интеллект продолжает оставаться большой темой. Он не надут, и он развивается, а все благодаря Nvidia. Также криптовалюта тоже от этого зависит. Именно благодаря Nvidia производственные мощи производят криптовалюту. Таким образом, мы видим, что спрос на криптовалюту также будет продолжаться благодаря тому, что Nvidia зарабатывает свои деньги. Что же произошло? Японский фондовый рынок вырос на 3%. Китайцы ответили таким же ростом. Американский рынок вырос на 4%. Все совершенно поменялось. Перестали думать о процентной ставке Америки. Ведь если у Nvidia все хорошо, зачем поднимать процентную ставку? Вернее, зачем ее опускать? Ведь кризиса не будет. И с одной стороны, первая реакция сегодня рынка позитивная. А прямо сейчас, в данный момент, если не будет понижения процентной ставки, это же плохо для рынка. Таким образом, золото падает. Рынок начинает тоже сворачиваться. Вот такой он финансовый рынок, противоречивый. Сегодня утром мы ликуем, а под вечер мы депрессуем. Также хотелось бы вам рассказать про Великобританию. Интересный факт. Несмотря на то, что акции Великобритании, а именно FTSE, показывает в последнее время наилучшую свою динамику, начиная с 2009 года, тем не менее, инвесторы самой Великобритании выводят свои деньги, а основной рост происходит за счет инвесторов внешних. С чем же это связано? На данный момент ответа нету. Возможно, внутренние британские инвесторы что-то знают больше. И хотелось бы поговорить про Европу. Европа очень сильно зависит от поставок дизельного топлива. Благодаря тому, что Трамп недавно ввел санкции новые против России, в Европе паника, потому что уже заметны проблемы в поставке дизельного топлива. Европейцы, которые уже 10 лет борются с Россией и вводят санкции, только после санкций Америки действительно почувствовала какой-либо удар. За последние 3 недели цены на дизельное топливо выросли на 60%. Что же Европа? Как они это переживут? Будем смотреть. С вами был Илья. Хорошего вечера. До новых встреч.